Прямо сейчас под одной мексиканской пирамидой лежит ртуть. Ни следы, ни крупинки в почве. Лужи жидкого металла на глубине около 18 метров, в черной каменной камере, куда 1800 лет не попадал свет. Ее туда принесли люди специально. Чтобы получить эту ртуть, кто-то добыл ядовитую красную руду за сотни километров, притащил ее в город, нагрел до нескольких сотен градусов и собрал жидкий металл по каплям. А потом спустил все это под храм и запечатал вход тоннами земли и камня. Вопрос простой: зачем? Дальше 103 метра темноты, 75 тысяч предметов, искусственное звездное небо под землей, миниатюрные горы с озерами из металла и одна пустота, которая ломает всю картину. Самое странное в конце. Теотиуакан находится примерно в 50 километрах к северо-востоку от Мехико. Огромное поле пирамид, платформ и прямых улиц, разложенных с точностью чертежника. В лучшие свои века, где-то к 400 году нашей эры, город занимал больше 20 квадратных километров, и в нем жило, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч человек. Это делало его одним из крупнейших городов планеты того времени. Не Америки, планеты. Пирамида Солнца поднимается на 65 метров. Ее основание больше 200 метров в поперечнике. Через весь город тянется так называемая «Дорога мертвых», широкая ось длиной около 4 километров, развернутая примерно на 15,5 градусов от направления на север. Это не случайный разворот. Весь город построен по одной сетке, и никто до конца не знает, на что она нацелена. И вот главное, мы не знаем, кто это построил. Нет имени народа, нет династии, нет ни одного расшифрованного правителя. Название Теотиуакан дали ацтеки, которые пришли на эти руины через сотни лет после того, как город умер. В переводе примерно «место, где рождаются боги». Ацтеки бродили среди пустых пирамид и решили, что такое могли построить только боги. Это, если вдуматься, довольно сильный комплимент от цивилизации, которая сама умела строить. Меня в Теотиуакане всегда цепляло не это, а то, что за 100 с лишним лет раскопок здесь так и не нашли ни одной царской гробницы. Ни одной. Город размером с античный Рим, тысячи погребений простых горожан, а правители как будто испарились. Запомните эту деталь, она выстрелит в конце. Начало этой истории – обычный дождь. Октябрь 2003 года. Над археологической зоной несколько дней идут сильные ливни. Рядом с храмом пернатого змея у подножия земля вдруг проседает. В грунте открывается дыра. Археолог Национального института антропологии и истории Серхио Гомес Чавес спускается посмотреть, что там просело, и понимает, что смотрит не в промоину. Внизу шахта. Правильная, рукотворная, почти 14 метров вертикально вниз. Дальше начинается то, что я считаю самой недооцененной археологической операцией нашего века. Раскопки идут не месяц и не два. Систематическая работа стартует в 2009 году и растягивается больше, чем на 10 лет, потому что тоннель забит не воздухом, а плотной грунтовой пробкой. Древние засыпали его целиком. Тонны земли, камня и щебня, слой за слоем, как будто закрывали не помещение, а что-то живое. Прежде чем лезть туда самим, команда отправляет вниз машину. Сначала сканирующий робот, потом в 2013 году Тлалок-2ТС, названный в честь бога дождя. У него инфракрасная камера, лазерный сканер и, что важнее, собственный маленький робот-разведчик, который выезжает из корпуса и заползает туда, где человек не пролезет. Сама расчистка – отдельный подвиг. Грунт из тоннеля вынимали слоями по нескольку сантиметров. Все просеивали, каждый предмет фиксировали по координатам. По ходу проложили рельсы с тележкой, потому что таскать землю на руках через 100-метровый ход с 14-метровым подъемом наверх физически невозможно. За годы работ из тоннеля подняли около 1000 тонн грунта. 1000 тонн. Столько же примерно весит сотня взрослых африканских слонов. И ровно столько же кто-то когда-то спустил вниз, чтобы все это закрыть. Робот передает наверх картинку. Тоннель уходит вперед на 103 метра. Он идет под храм пернатого змея и заканчивается прямо под его центром. И там, в конце, камера видит не тупик, а 3 помещения, расходящиеся в стороны. Древние строители пробили этот ход в вулканическом туфе. Голыми руками, каменными инструментами, без металла в привычном смысле слова. Потолок местами выведен так ровно, будто по линейке. Ход не петляет случайно, он ведет к цели. И тут возникает первая неудобная мысль. Чтобы прокопать 100 метров под уже стоящей пирамидой, надо точно знать, где эта пирамида начинается и заканчивается.
под землей, без света, без компаса в нашем понимании. Ошибись на несколько метров, и ты выходишь мимо, в пустоту, или подрубаешь фундамент и хоронишь сам себя. Они не ошиблись. И это, между прочим, не первый подземный ход в Теотиуакане. В 1971 году, когда под пирамидой Солнца прокладывали кабель для подсветки, рабочие провалились в яму. Внизу оказался тоннель длиной около 100 метров, идущий точно под центр пирамиды и заканчивающийся камерой из 4 лепестков, расходящихся крестом. Изначально это была природная лавовая трубка, но ее расширили, выпрямили, укрепили стенами и довели до нужной точки. То есть схема повторяется. Самая большая пирамида города стоит над подземным ходом, храм пернатого змея стоит над подземным ходом. Это не совпадение и не удобство строителей, это принцип. В мезоамериканской картине мира гора и пещера – единый объект. Настоящая священная гора обязана быть полой. Внутри нее – вода, начало времен, место, откуда вышли первые люди и куда уходят мертвые. У поздних народов региона будет миф о Чикамостоке, месте 7 пещер, откуда появились народы. Пирамида в этой логике не могильник и не постамент. Это рукотворная гора. А раз гора, значит под ней должна быть пещера. Если природной пещеры нет, ее выкапывают. И теперь фраза «под пирамидой прорыли 100-метровый тоннель» перестает звучать как безумие. Это как построить дом и забыть сделать фундамент. Технически можно, но неправильно. Теперь о том, что стоит наверху. Храм пернатого змея не самая высокая постройка Теотиуакана, но самая злая. Его возвели примерно в 200 году нашей эры внутри огромного огороженного двора, который испанцы позже назвали Сьюдаделла, цитадель. Фасад покрыт каменными головами. Пернатые змеи с воротниками из перьев чередуются с головами, похожими на морду первобытного чудовища. Сотни голов. Каждая весит сотни килограммов. Все это когда-то было раскрашено, и представьте, как это выглядело при солнце. Стена из ярких зубастых морд, растянутая на десятки метров. Картина такая. Вы подходите к храму, и на вас смотрят сотни каменных пастей одновременно. Это не украшение, это заявление. Сам образ пернатого змея – одна из самых живучих идей Америки. Змея, которая ползает по земле, но при этом покрыта перьями и, значит, принадлежит небу. Существо, соединившее два несоединимых мира. Через 1000 лет ацтеки будут звать его Кецалькоатль, майя – Кукулькан, но родился этот образ задолго до них, и одно из самых ранних его массовых воплощений как раз здесь, на этом фасаде. Рядом с головами змей на стене чередуется вторая морда, квадратная и зубастая с завитками по краям. Исследователи спорят до сих пор. Одни видят в ней головной убор, другие – первобытное чудовище, из тела которого сделали Землю. Смысл композиции сводится примерно к одному – сотворение мира и время, которое из этого сотворения потекло. Но под фасадом лежит вещь пострашнее. Еще в конце 80-х и в 90-е под платформой храма нашли массовые погребения. Люди со связанными за спиной руками. Мужчины в воинском снаряжении, с ожерельями из челюстей, часть настоящих человеческих, часть искусно вырезанных из ракушки. Их укладывали группами симметрично по строгой схеме, по краям, по углам, в центре. По оценкам исследователей, при строительстве храма здесь убили больше 200 человек. Это не хаос и не бойня, это математика. Погребения расположены так, что становится ясно, количество и позиция каждого тела были заранее рассчитаны. И вот в эту постройку, под нее, кто-то через несколько десятилетий прокопал 100-метровый ход. Я много читал про Теотиуакан и до сих пор не могу спокойно принять эту последовательность. Сначала ты строишь храм на 200 убитых, потом уходишь под него в землю, потом наполняешь подземелье сокровищами и ядом, и запечатываешь. Логика тут точно есть, просто она не наша. Когда археологи наконец прошли грунтовую пробку и добрались до чистых участков хода, выяснилась деталь, от которой у команды, судя по интервью, натурально сел голос. Стены и потолок тоннеля были обработаны. В них втерт молотый минерал, перит и магнетит, металлические порошки, которые сами по себе не светятся, но отражают любой источник огня. Поднесите факел, и тоннель вспыхивает тысячами точек. 100 метров искусственного звездного неба под землей. Серхио Гомес описывал этот эффект прямо. Они шли не по коридору, а как будто по космосу. Люди, копавшие этот ход, потратили колоссальный труд на то, чтобы под землей, где никто никогда не будет ходить, было небо. Ни свет, ни роспись, именно мерцающая пыль, работающая только с живым огнем. Дальше предметы.
За годы работы из тоннеля подняли больше 75 тысяч объектов. Не 75, 75 тысяч. Тысячи морских раковин, часть из которых приплыла с побережья Атлантики, часть с Тихоокеанской стороны. Куски янтаря, резной зеленый камень, жадеит, чей ближайший источник лежит в долине Матагуа на территории нынешней Гватемалы, за 1000 с лишним километров. Обсидиановые лезвия острые до сих пор, каучуковые мечи, семена, кости ягуара, деревянные предметы, сохранившиеся благодаря постоянной влажности и отсутствию воздуха. И шары. Сотни глиняных шаров размером от 4 до 12 сантиметров, покрытых снаружи слоем перита. Золотистые, слегка шершавые, похожие на маленькие металлические планеты. Аналогов им в Мезоамерике не находили. До сих пор никто внятно не объяснил, зачем они. Отдельно про сохранность. В тоннеле веками держалась стабильная влажность и почти не было кислорода, поэтому вниз спускались вещи, которые в обычном грунте Мексики исчезают за век. Дерево, кожа, растительные волокна, семена. Археологи поднимали оттуда предметы, которых по всем правилам уже не должно существовать. Для специалиста по Мезоамерике это примерно как найти нетронутый архив. Кости ягуара. Тоже не мелочь. Ягуар в этой культуре не зверь, а хозяин ночи и подземного мира. Животное контрактор хорошо видит в темноте и в других мирах. Каучуковые мечи отсылают к ритуальной игре, которая заканчивалась вовсе не рукопожатием. Раковины двух океанов означают, что кто-то целенаправленно свел в одной точке под землей запад и восток. Это не склад, это композиция. Каждый предмет здесь что-то значит, и вместе они складываются в высказывание, которого мы не понимаем, потому что не знаем языка. Соберите картину. Подземный ход в 100 метров, своды в звездной пыли, раковины двух океанов, камень из другой страны, металлические шары, которые ни на что не похожи. Все это не выставлено на показ, а закопано и закрыто наглухо. Кто-то очень хотел, чтобы под этим храмом существовал целый мир, и чтобы никто его не видел. Примерно за 15 метров до конца тоннеля археологи наткнулись на то, что сами описали как миниатюрный ландшафт. На полу вылепленные из грунта возвышенности, маленькие горы. Между ними углубления, и в этих углублениях когда-то стояла жидкость. Исследователи трактуют это прямо. Перед нами макет мира. Горы, долины, озера, реки. А теперь снова про ртуть, потому что именно здесь она впервые бьет наотмашь. В части этих углублений находили жидкий металл, не растекшийся случайно, а именно там, где по логике макета должна быть вода. Подумайте, что это значит. Кто-то сделал модель Земли и налил в ее озера ртуть. Ртуть при комнатной температуре – единственный металл, который остается жидким. Она не смачивает большинство поверхностей, собирается в идеально круглые капли и отражает свет, как настоящее зеркало. Ее плотность около 13,5 граммов на кубический сантиметр. Это значит, что железный шар в ртути не тонет, а плавает. Свинцовый тоже. Для человека, который никогда не слышал про таблицу Менделеева, это не металл. Это живое серебро, которое дышит, дрожит и показывает тебе твое лицо. Оно тяжелее камня и при этом течет. Оно не пачкает пальцы. Оно катится по ладони и не разбивается. Если вам нужно вещество, которое выглядит как чистая магия, вот оно. Другого такого в природе нет. Официально о находке ртути в дальней части тоннеля Серхио Гомес объявил весной 2015 года. Речь шла о значительных количествах жидкого металла в камерах под центром пирамиды. Точных цифр по объему в открытых публикациях до сих пор нет. И это, кстати, честный момент. Команда работала осторожно и не гналась за сенсационными числами. Теперь давайте разберемся, откуда вообще берется ртуть в мире без химических заводов. Самородная ртуть в природе почти не встречается. Практически все, что человечество когда-либо использовало, добыто из киновари, красной руды, сульфида ртути. В Мезоамерике киноварь знали прекрасно. Ярко-алым порошком засыпали тела знати при погребении, красили стены, метили ритуальные предметы. Красный цвет смерти и власти. Но киноварь – это камень. Чтобы получить из нее жидкий металл, нужно сделать вот что. Нагреть руду примерно до 580 градусов в закрытом сосуде. Сера уходит, ртуть испаряется. Она закипает при 357 градусах. А потом этот пар надо поймать и охладить, чтобы он снова стал жидкостью. Это дистилляция. Полноценная, с герметичным сосудом, контролем температуры и приемником для конденсата. Не нагрел камень на костре и что-то получилось. Промахнулся с герметичностью, и вся твоя ртуть улетела в воздух, а ты стоишь и дышишь
дышишь ядовитым паром. И вот тут самое интересное. Печей или установок для перегонки ртути в Теотиуакане не нашли, ни одной. Мы держим в руках результат технологического процесса, но не знаем ни где он проходил, ни как выглядел. Добавьте логистику. Ближайшие месторождения киноварий лежат в горах к северу, в районе Сьерра-Горды. Это сотни километров пути пешком, через горы, без колесного транспорта и без вьючных животных. В доколумбовой Мезоамерике не было ни лошадей, ни ослов, ни быков. Все носили люди на спине. То есть цепочка выглядит так. Найти руду, отбить ее в шахте, донести на себе через полстраны, построить установку, перегнать, собрать жидкий металл, не отравиться, спустить его на 18 метров под землю и оставить там навсегда. Каждый шаг стоит человеческих жизней, потому что ртуть травит на всех этапах. Опасен даже не сам металл при касании, опасны пары. Они не пахнут, не жгут, никак себя не выдают. Просто через недели и месяцы у человека начинают трястись руки, портится память, меняется характер. В Европе это назовут болезнью шляпников, а до этого столетиями будут травить целые артели рудокопов. Люди, которые это делали, вряд ли понимали причину, но связь «поработал с красным камнем, стал странным» заметить не так сложно. И знаете, что я думаю? Что это только повышало ценность вещества в их глазах. Оно ведь буквально забирало человека. Современная команда Гомеса спускалась в тоннель в защитных костюмах и респираторах. 1800 лет назад никаких костюмов не было. Прикиньте масштаб затрат. Киноварь – руда небогатая, в ней редко бывает много чистого металла, и чтобы получить хотя бы литр ртути, нужно переработать заметную гору камня. Литр, кстати, весит около 13,5 килограммов. Ведро такой жидкости взрослый мужчина поднимет с трудом. А теперь представьте, что этот вес несут вниз по вертикальной шахте глубиной с 4-этажный дом, потом 100 метров по узкому ходу в темноте, с факелом, в воздухе, который уже отравлен парами, и оставляют внизу. Навсегда. Ни одна экономика не делает такого просто так. Это трата уровня государственного проекта, вроде постройки флота или крепости. Только результат никто никогда не увидит, потому что вход сразу же засыпают. Значит, смысл был не в том, чтобы показать. Смысл был в том, чтобы это там лежало. Так зачем? Версия первая, самая простая, это зеркало. Мезоамерика была помешана на отражающих поверхностях. Здесь делали великолепные мозаичные зеркала из пластинок перита, отполированных до блеска, и считали, что через них можно смотреть в другой мир. Позже у ацтеков появится Тескатлипока, бог, чье имя переводится примерно как «дымящееся зеркало». Зеркало не показывает тебя, оно показывает то, что за тобой. Ртуть в этой логике – идеальное зеркало. Жидкое, живое, лежащее горизонтально, всегда идеально ровное. Поверхность, которую смотрит не человек, а земля. Версия вторая. Вода Нижнего мира. Макет с горами и озерами намекает прямо. Если тоннель — это модель подземного мира, то ему нужны реки и водоемы. Обычная вода в закрытой камере протухнет и уйдет в грунт. Ртуть не уйдет никуда. Она не испаряется на глаз, не гниет, не впитывается, лежит и блестит хоть 1000 лет. Вечная вода для вечного мира. Версия третья, самая громкая. Это метка гробницы. И здесь нужно вспомнить Китай. Больше 2000 лет назад историк Сыма Цань описал гробницу первого императора Цин Шихуанди, того самого с терракотовой армией. По его словам, внутри воссоздали империю в миниатюре, и реки в ней текли ртутью, приводимые в движение механизмами. Долгие века это считали красивой выдумкой. Пока современные исследования почвы над курганом не показали аномально высокое содержание ртути прямо в зоне погребальной камеры. Два континента, никакого контакта между ними, разница в несколько столетий и одна и та же идея. Под самой важной постройкой государства должна лежать жидкая ртуть, и связана она с телом правителя. Это совпадение? Возможно. Люди в разных концах света независимо изобретали лук, пирамиды и календарь. Ртуть – единственный жидкий металл на Земле, и любой, кто ее получил, неизбежно решит, что держит в руках нечто сверхъестественное. Но мне это совпадение все равно не дает покоя.
Ртуть находили не только в Теотиуакане. Ее следы известны как минимум на нескольких классических майяских памятниках – в Капане, в Чичен-Ице, в Киригуа, везде, в ритуальном контексте, в связи с погребениями и святилищами. То есть речь не о единичном чудачестве одного города, а о традиции, растянутой по времени и пространству. И почти везде рядом с ртутью встречается ее родная сестра – киноварь – красный порошок, которым засыпали тела правителей так плотно, что кости в саркофагах спустя 1000 лет остаются алыми. Самый известный пример – погребение майяской красной царицы в Паленке, где скелет буквально утоплен в красной пыли. Получается любопытная пара. Красный порошок для мертвого тела, жидкое серебро для мира вокруг него. Одно и то же вещество в двух состояниях, и оба закапывают под камень. Есть еще одна версия, которую редко проговаривают вслух, но она мне нравится своей приземленностью. Ртуть могли использовать не как символ, а как инструмент. Жрецы Мезоамерики гадали по отражающим поверхностям, по зеркалам, по воде в чаше, по полированному обсидиану. Чаша с ртутью для такого дела просто лучше. Она дает идеально ровное отражение, не мутнеет, не остывает, не покрывается рябью от дыхания. Профессиональный прибор для разговора с тем, что внизу. А пары этого прибора еще и делают с человеком интересные вещи. Головокружение, спутанность, измененное состояние. Мне кажется, тот, кто провел несколько часов над ртутной чашей в закрытой камере, действительно кого-нибудь там увидел. 103 метра, 3 камеры в конце, стены в звездной пыли, пол в раковинах, лужи жидкого металла. Что должно лежать в самой глубокой точке такой конструкции? Правильный ответ – тело. По всей логике, по всем аналогиям, по всему, что мы знаем о том, как древние общества устраивали подземные пространства, в конце этого тоннеля обязан быть правитель. Команда Гомеса шла к этим камерам 10 лет. Прошла грунт, добралась, вошла. В камерах нашли множество предметов. Резные фигуры из зеленого камня, лежащие лицом к тоннелю, как будто встречающие входящего. Ткани и органику. Огромное количество ритуального материала. Следы того, что помещение обустраивали долго и тщательно. Гробницу не нашли. Ни саркофага, ни скелета правителя, ни намека на царское погребение. 10 лет работы, 1000 тонн земли, 75 тысяч предметов, роботы, защитные костюмы, и в самой глубокой точке, под центром храма, никто не лежит. Признаюсь честно, когда я впервые прочитал об этом, первой реакцией было разочарование. Как в детстве, когда доходишь до конца пещеры, а там просто стена. Но чем дольше я об этом думаю, тем сильнее подозреваю, что пустота здесь и есть главная находка. Потому что вариантов остается немного. Первый. Тело унесли. Кто-то спустился раньше археологов, за век, за 10 веков, забрал главное и ушел. Но тогда странно, что не тронули жадеит, обсидиан и золотистые шары, которые лежали на месте нетронутыми слоями. Второй. Тела там никогда не было. Тоннель строили не как гробницу, а как модель мира, с горами, озерами, звездным небом и всеми стихиями сразу. Не могила, а действующая машина, в которой город договаривался с землей. Тогда искать в ней покойника примерно как искать труп в церкви. Третий и самый нервный. Раскопки не закончены. Часть камер обследована не полностью, под полом остаются неисследованные уровни, и Гомес не раз говорил, что не считает работу завершенной. Возможны варианты, что тело успели вынести, что его никогда там и не было, что в этом обществе вообще не хоронили правителей персонально. Есть версия, что Теотиуаканом управляли коллективно, и потому за 100 лет раскопок никто так и не нашел ни одной царской могилы во всем городе. Есть и третий вариант, самый неприятный. Там осталось что-то, до чего пока не докопались. А теперь последний факт, который меня цепляет сильнее всех остальных. Тоннель закрыли не когда-то. Примерно в 3 веке нашей эры вход засыпали и запечатали, и сделали это с невероятной тщательностью. Не бросили, не забыли, не завалило само. Кто-то принял решение, то, что внизу больше не должно быть доступно. И это решение выполнили сотни людей, таскавших грунт вниз, чтобы забить 100 метров хода под завязку. Люди не закапывают наглухо то, чем гордятся. Люди закапывают то, что закончилось. Или то, чего боятся. И засыпали не абы как. Забутовка шла плотными слоями, с камнем и утрамбовкой. Местами тоннель дополнительно перегородили. Это работа не одного дня и не одной бригады. Это организованная операция, на которую кто-то выделил людей, время и распоряжение. Такие вещи не делают по инициативе снизу. Такие вещи приказывают. Приказ мы видим, причину нет.
Хронология тут вообще выстраивается неуютная. Сначала около 200 года строят храм и укладывают под него больше 200 связанных людей. Потом роют ход и обустраивают под храмом целый подземный мир. Проходит несколько десятилетий, и этот мир закрывают наглухо. Примерно тогда же, судя по археологии, в городе меняется многое. Фасад храма пернатого змея частично перекрывают новой платформой, и главный символ прежней эпохи буквально уходит под каменную обшивку. Похоже на смену власти, или на смену религии, или на то и другое сразу. Обычно это одно и то же событие. Теотиуакан просуществует после этого еще несколько веков, а потом где-то в 6-7 веке его центральные храмы сгорят. Здания вдоль главной оси разрушат и подожгут, и, судя по характеру повреждений, это сделали не пришлые захватчики, а свои. Город, который никто не смог завоевать, уничтожил сам себя изнутри. И над всем этим до сих пор стоит храм пернатого змея с сотнями каменных пастей, а под ним 103 метра темноты, звездная пыль на сводах, крошечные горы и озера из ртути, которые никто не тревожил 18 веков. Мы знаем размеры этого тоннеля до сантиметра. Мы посчитали в нем 75 тысяч предметов. Мы определили химический состав того, чем натерли его стены. И мы по-прежнему не знаем ни одного имени человека, который его копал. Как думаете, что там на самом деле было в конце? Гробница, из которой все вынесли, или подземный мир, куда тело и не собирались класть? Ставьте лайк, если досмотрели и теперь тоже будете думать про эту ртуть перед сном. И подписывайтесь, впереди у нас еще много мест, куда древние спускались специально и запечатывали за собой вход.